Зарабатывать шестизначные суммы в год, не выходя из дома, преподавая онлайн, звучит как мечта, правда? Я тоже так думала, пока не посчитала реальную стоимость одного моего рабочего часа и не сравнила это с зарплатой курьера. Всем привет! С вами снова Лёля, и это канал «Фриланс с Лёлей. Честно о заработке в сети». В прошлом видео я рассказала, как сбежала из офиса и через какие сложности мне пришлось пройти на старте. Сегодня продолжение. Мой опыт работы на популярные онлайн-школы. Сколько они платят на самом деле, какие у меня были доходы и почему, даже зарабатывая больше миллиона в год, я решила уйти в свободное плавание. Будут цифры, графики и очень честный разбор. Итак, после моего, хоть и недолгого, но изматывающего опыта работы пешим курьером, где доход в час до пандемии был, мягко говоря, невысоким, в среднем рублей 150-250, в праздничные дни эта ставка была повышенной и доходила до 500 рублей. Но плюс к этому всему у меня были еще и дополнительные расходы на транспорт, мобильную связь и интернет. Поэтому предложение от онлайн-школы с оплатой 220 рублей в час на тот момент показалось мне очень даже привлекательным. Главное, никаких разъездов. Работаешь из дома, в комфорте. Расходы, конечно, тоже есть, но это, по сути, только оплата за электричество и интернет. Поэтому я подумала, а почему бы и нет? Это же стабильнее и однозначно выгоднее. Тем более, что опыта онлайн-преподавания у меня тогда не было, а онлайн-школа давала поток учеников и готовую платформу. Это казалось великолепным стартом. И я начала работать много, очень много, по 10, 12, а иногда и 14 часов в день, без выходных. Помните, я упоминала об этом в первом видео. И знаете, поначалу мне это приносило заметную разницу в виде общей суммы дохода. Сейчас вы это наглядно увидите. Давайте посмотрим на мои годовые доходы от работы с онлайн-школами. В 2021 году я заработала 693 226 рублей. Неплохо для старта, правда? Учитывая, что я приступила к работе в конце марта. А в 2022 году мой пик — 1 миллион 70 тысяч рублей за год. Да, если смотреть на эти итоговые цифры, особенно за 2022 год, картинка выглядит очень привлекательно. Многие могли бы сказать, о чем еще мечтать. Но, как вы помните из моей истории, такой темп работы привел к сильнейшему выгоранию, проблемам со здоровьем и постоянной усталости. И вот тут начинается самое интересное. Смотрите, что происходит с моими доходами дальше, при том, что моя почасовая ставка в школе к этому времени даже немного выросла. Ведь у меня появилось много постоянных учеников. И за сохранение учеников школа делала доплату. Эта доплата была плюс-минус 100 рублей. В 2023 году мой доход составил уже 995 149 рублей, а в 2024 — 687 157 рублей. Видите, несмотря на то, что ставка за час выросла, общий доход снизился. Почему? Да потому что я физически больше не могла работать по 12-14 часов в день. Мой организм просто отказался. Чтобы сохранить хоть какое-то здоровье, мне пришлось сократить количество рабочих часов. И вот тут вся магия высоких годовых доходов от сотрудничества с онлайн-школами, построенных на нечеловеческом графике, испаряется. Давайте теперь посмотрим на эту ставку. 305 рублей в час. Много это или мало? Важно понимать, что это оплата только за время урока. Подготовка к урокам, проверка домашних заданий, мое самообучение и повышение квалификации, оборудование, которое имеет свойство устаревать, выходить из строя, ну и само собой, разумеется, расходы за интернет — все
это остается за кадром и не оплачивается дополнительно. А теперь вишенка на торте. Я поинтересовалась, сколько сейчас зарабатывают, например, пешие курьеры. По данным из открытых источников, в Москве средняя почасовая ставка для них составляет примерно 350-500 рублей в час. То есть получается, что час моего квалифицированного труда как преподавателя с опытом, с постоянным развитием, онлайн-школа оценивает ниже, чем час работы пешего курьера. Эта работа, безусловно, важна и непроста, но не требует такой же многолетней подготовки. Вам это не кажется странным? Это осознание, дополненное выгоранием и пониманием своего реального потолка в рамках онлайн-школы, и стало для меня точкой невозврата. Я поняла, что такая система — это дорога в никуда. Если ты хочешь не просто выживать, а действительно достойно зарабатывать, ценить свой труд, развиваться и иметь контроль над своей жизнью и своим временем. Поэтому я приняла решение уйти в свободное плавание, начать строить свой личный бренд преподавателя английского и турецкого языков, самостоятельно искать учеников, разрабатывать свои курсы и устанавливать справедливую цену за свой труд. Да, это сложнее, это требует других навыков, но это мой путь к независимости и работе, которая приносит не только деньги, но и удовлетворение. Именно поэтому я сейчас создаю свои авторские уроки и курсы, где могу вложить весь свой опыт и дать максимум пользы ученикам, работая на своих условиях. Конечно, работа в онлайн-школе может быть неплохим стартом, чтобы набраться опыта, если у вас его нет. Это может быть и неплохой подработкой. Особенно для тех, кто занят в жизни чем-то другим, но всегда мечтал о работе преподавателем. Но, как показывает моя история, это не всегда долгосрочное решение для тех, кто стремится к профессиональному росту и адекватной оплате своего труда. Это мой опыт, и он был именно таким. А какой у вас был опыт работы с онлайн-школами или другими подобными платформами-посредниками? Сколько вам платили или платят? Считаете ли вы эту оплату справедливой? Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях. Очень интересно почитать и обсудить. Спасибо большое за просмотр этого видео. Подписывайтесь на мой канал, если оно вам понравилось. Ставьте лайк, если оно было для вас полезным или заставило задуматься. И обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами была Лёля. До встречи!